Рассматривается дело номер 666 по исковому заявлению Ушакова Глеба Викторовича, Костафьевой Дарьи Викторовне о разводе и делении совместно нажитого имущества в размере 666 биткоинов. В судебном заседании присутствуют от истца представитель носа Владимир Владимирович, от ответчика Остапчук Владимир Валерьевич. Дело рассматривается в составе председательствующего голоса судьи свыше и суда присяжных в суде. В ходе судебного заседания ведется протоколирование с использованием средств аудио и видеозаписи. Начнем со вступительного слова истца. Глеб Викторович, что послужило причиной? Она меня пи***т. Протестую, Ваша честь, Дарья ненормативная Викторовна, лексика. За что вы пи***те Глеба Викторовича? Он на меня пи***т. Что ж, кто пи***, выясним в ходе сегодняшнего заседания. Владимир Владимирович, назовите истинную причину развода. Дело в том, что по, совокуплению факторов выяснилось, что Глеб Викторович относит все заработанные честным трудом доходы в семью, после чего не наблюдается никакого изменения его личностного благосостояния. То есть, поясняю, уважаемый судья, не появляется никаких новых предметов гардероба, недоступна функция еда в холодильнике и очень сильно присутствует фактор займа средств для проведения вечеринок с друзьями, хотя, казалось бы, доходы моего клиента позволяют ему, нет-нет, 2-3 раза в месяц заглядывать в стриптиз-клуб. В смысле займа? Займы – это то, что на сегодняшний день дебиторская задолженность за Глебом Викторовичем уже превышает допустимые нормы. Ваша позиция ясна, благодарю. Владимир Валерьевич, почему вы согласились защищать Дарью Викторовну? Потому что за бабки это все, продажная шкура. Извиняюсь, товарищ. Во-первых, мы с Дарьей, как тебе по отчеству? 50 раз только что. Не дай бог, я выясню, что вы еще Дарья спали. Викторовна. Мы с Дарьей Викторовной знакомы достаточно давно. Она в слезах позвонила мне ночью, прислала свои фотографии, в которых и в сообщениях указала о том, что на нее ее благоверный наговаривает, что эти деньги она никуда не отправляет. Протестую. У меня есть информация, что они спят. Мы все Это спим. не информация, это просто Все спят. факт. Да. Глеб, вы врун, вы подлый абьюзер. Шановный. И я, как специалист по разводам в этой стране, считаю, что лучшего адвоката вам не найти. Дарья Викторовна, стриптиз. Приветствуйте, 45-й выпуск Гагарин Шоу! Крипторазвод! Ты у***ся ногой или что? Что такое? Головой, по-моему. Что происходит? Вы что? Сука, что за... Криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй отсюда. И смотри Гагарин Шоу. Ну что, мы готовы? Мы готовы продолжать заседание и... Товарищ судья, могу ли я, как сторона обвинения, высказаться? А ну давай сюда. Внемлю. Следующая информация у меня есть относительно стороны защиты и непосредственно человека, который своим присутствием порочит вот это вот наше прекраснейшее заведение, в котором мы находимся все сегодня с вами. Я Владимир. не уйду. Да, Владимир Владимирович. Ненавидит машины на механике. Цитата. «Мне кажется, что в аду будет отдельный чан для тех, кто ездит на механике». Не в аду, а в воду. А тебе за это сегодня. Ваша честь, я протестую. Это было сказано в пьяном бреду за рулем. А мне кажется, ты что мне это было нравишься. сказано именно в тот момент, когда вы, товарищ защитник, находились непосредственно некоторой локацией, конкретно на ручке переключения передач. А мне кажется, что обвиняемый лукавит. Подождите, можно Он не переварить всю договаривает. информацию? Внимание на экран. Так и он же ж не договаривает. Нет, обвиняемый это ты. Ну, сейчас там и тебя обвиняют. Короче, смотри, такая приколюха, значит, Давайте это разберемся. Так, стоп. До того, как началась реальная давайте так. Кто кого обвиняет? Смотри. Ты ему Я прочитал? обвиняю вас всех здесь. Смотри. Если он адвокат, Тебе нужно... то защищается Даша. А мы с тобой обвиняем. Ты сидишь не Пи***ители. Да. Да, но мы сейчас его обвиняем. Правильно, потому что мы дискредитируем его сторону. 2 hours later. Так пускай человек объяснит ситуацию. Ему же теперь слово предоставляется. Владимир Валерьевич. Валерьевич, поясните за базар. Пожалуйста.
То есть подергать ручку любишь все-таки, да? Конечно. Внесем в протокол дела. Поехали дальше. Гагарин шоу. Бывать на расторжении брака Владимиру не впервой. Так. Недавно он женился во второй раз. Всего лишь через полгода после развода. Что вы скажете? Вы Ты его кобель! Ты посмотри, какой мотылек. Вам написала моя бывшая жена этот текст? 11 лет, значит, с одной Недолго дружил. музыка играла, недолго Вовка горевал, как говорится. 13 Значит, 12 лет с одной, там, шуры-муры, понял? Быстренький хопс и пошел дальше. Да. Так, молоденько, просим вас. Я женюсь раз в 12 лет. Так что давайте Прекрасная сказка. повременим. Была такая прекрасная сказка 12 месяцев, и вот она превратилась в 12 лет. 12 лет. Это не было сказка. Это была не сказка. Гагарин шоу. Собственно говоря, у меня есть еще несколько дискредитирующих материалов. Если вы еще не готовы сбежать из заседания, то я продолжу, конечно же. Что ж мне сбегать? Я, можно прочитаю? Ты можешь защиту какую-то Ты им его будешь навалять пилить вообще? сейчас? Ну, это уже есть факты. Давай, Даш, Про давай, меня? давай. Причем, я думаю, Вова, тебе они понравятся. Владимир очень любит нюхать. Любовь к этому ему привела бабушка, директор библиотеки. Запах книг его вдохновляет. Это правда? Да, абсолютно. Ты нюхаешь книги. Ну да, кстати. Некоторые из них прочитаны. У меня дома неплохая библиотека, кстати. Из бывших? Твои корочки слегка потреп. Как бы никто не доходил до содержания. Я бы посмотрел сразу на закладки. Знаешь, когда ты открываешь страничку, закладку делаешь там, потом подумаешь, все равно же не прочитаешь. И на той же страничке делаешь. А если хорошее что-нибудь, то лизнул и приклеил, правильно? Глеб, можно Лизни, макни, остановить? булькни в Только молоко. Хорошая библиотека у вас. Понюхал, лизнул, приклеился. Да. Булькнув в молоко. Я считаю, что все, что вы заявляете по поводу ее неприличностей, это неправда. Согласен. девственница Поддерживаю. Это на самом Она деле... девственница вообще. Что я тебе сделала? Нет, я не хочу второй раз это повторять. Если бы можно было посмотреть на Дашину плевру, то это было бы просто, знаешь, 7-Eleven, крутящийся. Даша, я не смеялся. Что? Это не смешная шутка Что? от твоего защитника. Какой мне защитник? Да с вами. Смотрите, какая Дверь Проплаченный. Дверь карусель. Дверь карусель. Опять же, наши источники дают такую информацию, что на деле у нашего защитника, товарищ судья, нет документов для осуществления адвокатской деятельности, потому что этот молодой прекрасный человек только-только был ведущим Евровидения, а также участвовал во многих популярных проектах. Например, в «Танцах со звездами» его пара с Илоной Гвоздевой была самой скандальной, хоть и танцевали они похвально. То есть, товарищ судья, Владимир не адвокат. По всей видимости, это ведущий и танцор. Кто такая Илона Гвоздева у меня? Ты Она Илона Гвоздева, но Как бы, да? это лучшая шутка про Илону Гвоздева, Гвоздеву. Это рубрика «No Name». Расскажите за Илону Гвоздеву. Рубрика No Name. День случайных ударений. А теперь урок чешского языка. Даша Астафьева покажет вам кржмяку. Это кржичка. Не путайте! Это на Велько-Козельском. Кржичка. Гвоздева. Володь, расскажите, пожалуйста, все-таки является ли эта информация достоверной? У меня были затяжные суды, связанные с первым разводом, поэтому я со вторым досконально будет знаю. полегче, со вторым будет... Можем ли мы нотариус. предположить, А у меня что... жена нотариус, между прочим. Я смотрел все сезоны «Закон и порядок». Вот это вот. У меня есть уже лицензия. То есть мы можем предположить, что вы нет-нет, да и набрались какой-то информации, Да. которая позволила Да. вам в образе адвоката ходить по разным, значит, мероприятиям. Кстати, да. Давайте споем эту песню. Нотариус. На своем веку. Печерский Насчет суд взято. умеет делать чудеса. Так как я большой фанат «Танцев со звездами», вы сейчас вместе с Дарьей Викторовной можете выйти вперед, если ответите мне на один вопрос касаемо этого проекта. Скажите, места куплены? Конечно. Нет. Ты- А ты была в танцах? Я не была, мое место Не купили. хватило денег? Мое место купили, я тебе еще раз говорю. А потом перекупили. Я извиняюсь, маленькая ремарка. Как можно платить деньги еще за это дерьмо? Вы совсем
Там на всю голову. Вовчик, Но, собственно, так как сидит вот господин- эта проплаченная тетя здесь. Господин судья ни разу не видел ни Послушайте, это одного факта. присяжно, это присяжно. Просто ее чуть-чуть Присяжная и разорвало. прилежная. Вот, я хочу просто хочу показать крупным планом людей, которые понимают, что за танцы со звездами платят деньги. А я так понимаю, что Илона Гвоздева Гвоздева-то она! в вашей паре была не звездой, правильно? Она была гвоздем. Она была гвоздем. Гвоздик сотка со шляпкой. Да, да. Она была танцором. Дайте ключ на 18. Ты любые фразы сейчас говоришь? Владимир Валерьевич, вы утверждаете, что места там не куплены, верно? Нет, нет, конечно, А скажите, не куплены. какое место вы заняли? 4-е, но я дал взятку, чтобы попасть в 4. Короче, ничего не куплено в танцах со звездами. Там все куплено, скажи честно. Нет. А, ты меня спрашиваешь? Я тебе говорю, что Даша, я не знаю. Даша, как человек, который не платил, но знает. я тебе говорю. Даша прошла Там туда. все как везде. Через Я там постель, не ребята, была. успокойтесь, пожалуйста. Нехай ця коняка помовчить. Далі говорить на блогерском. Короче, и я когда пришел работать, Что-то на первый богатом, мой мне проект, кажется. я был диктором на телевидении, мой первый был проект, это была эротика. Это что? Это... Покажи. Подожди, тихо. Эта штука называлась на английском 69 sexy things you have to do before you die. Это типа Playboy TV. И самый прикол был в том, что это была эротика украинской мовы. То есть она... Да, давай, ребятки, пожалуйста, это нифига не эротично. Она стянула с него шкарпетки. Оно Давай. нифига не возбуждает, оно просто очень... Ну как диктант з української Одна мови. шкарпетка полетела на люстру. Вот прикинь, просто представь ситуацию. Значит, жгучий парень, красивая Даша, они сидят, поворачивается на ухо и говорит: «Мені здається, твій путь, свірок, уже затвердів». Либонь, трясся твоїй матері, то все вже вологе. Отвечаю, это так было. Либонь, твій путь, свірок, уже затвердів. Я тебе отвечаю. Самое смешное, что этот человек рассказывает эту шутку на каждой передаче. Это 13-я. И заходит. А заходит-то... А заходит, как в первый раз. Глеб, пожалуйста, ты можешь разрушить сторону защиты максимально? Я тебя умоляю, пожалуйста, соберись. Тут Глеб, я тебе не рекомендую. Глебе, діставай свого путь, свірка. Глебе. Я казнил всех менеджеров Приватбанку. Доброго дня. Доброго дня, Глебе Викторовичу. Вас это... Сука, я говорю, у вас там написано, должна быть большая буква И. Какой Глебе? Вы когда-нибудь Глебе слышали что-нибудь такое Помнишь, был вообще? банк? А это помнишь, как в Comedy Club был вот этот Эльда, видео. И там опять Глебе. Ви ще на зв'язку? Помниш, був банк в Україні, називався VAB банк, і ти звониш, і банк, слухай вас. Всегда. И ты именно, блин, класс, отлично, хорошие проценты, наверное. А какого ты года, если что? 80, если что? Ну, если человек В смысле, уже, если что, мы если человек торгуемся уже 8 сейчас? раз по 12 лет поменял. Сечик 84-го. 94-го. 84-го. А у тебя там написано в Википедии, что ты просто родился в сентябре без даты. Так это он сам писал. Ты родился. Не, 27-го. 3 сентября. Так Просто, какого? да никто не помнит. Какого? Просто человек Ну, хороший сентябрь, родился, я не знаю. Где-то в сентябре. Ура! Ура! Не, я рождаюсь, у нас как... Сентябрь. 12 лет! А он просто как родился, сразу в школу пошел, поэтому, знаешь, все Тихо, там Давайте по очереди, товарищ судья. Просто проблема в том, что я из Умани, и поэтому у да, нас что можешь в конце дальше не сентября рассказывать? еврейский Новый год. Он плавающий, поэтому мой день рождения в сентябре тоже плавающая дата. Гагарин шоу. Так, і я маю ще одного факта. Прошу вас, пане. Пан Володимир є майстром спорту України з ракетомоделювання. Да, это правда. Вова, ну как можно писать мастер спорта и разряд? Ну В как одном можно предложении. быть телеведущим и не смотреть в свою камеру? Ты... Так я сейчас к тебе. Я с тебе обращаюсь. Как можно быть таким чтобы на 45-м выпуске считать, что это телепередача, твою мать? А ты голос за кадром. У меня такая вот есть одна заметка по новости. Вот написано «Мастер спорта Украины по ракетомоделированию». Что? Моделизму. И потом свой разряд Минимализму. он получил в 6 классе. Так я тебе хочу сказать так. Когда я с кем-то играю в шашки и всех обыгрываю по 10-0, легко. Меня спрашивают, а у вас есть какой-то разряд? Я говорю, у меня нет разряда. Он говорит, ну вы так хорошо играете. Я шашист. говорю, не, а я говорю, у меня не разряд, у меня звание. Будешь я вынесу Мастер шокер, и у тебя будет и спорта. разряд. Мастер спорта.
Мать, вот это звание. Кто это человек? Это директор Duty Free? Мастер спорта по шашкам в здании! In the house! In the house! Actually, Гача, guys. Так вот, я хочу сказать, у Вовы интерес к космосу не пропал до сих пор. Так. И мне кажется, что он хочет взять Дашу и улететь с ней. пошел он на... Вечерком. За Безоса. Вечерком сегодня я занята. Да, сегодня да. Это ж твоя адвокатутка. Можно так сказать? Есть такое? Адвокатесса. Адвокатененок. Гагарин шоу. Свои первые деньги Владимир заработал тем, Чем? Даш, не переносишь все Так деньги, лел. которые ты заработал? Ротовой полостью, что непонятно. Ну-ну. что клеил буквы для вывесок в магазинах. А можешь показывать, как ты клеил? Клеил Не-не, буквы для подожди. вывесок. Сразу видно, Не все человек... надо делать со слюной и языком, Даша. Не, ну правда, я клеил вывески в магазинах, на магазинах. Я когда слышу слово Представь, «клей». что я вывеска. Можешь меня приклеить, пожалуйста? И, кстати, возвращаясь к крысам. Если ты до сих пор смотришь наше шоу на крысу, не подписан, не поставил колокольчик, то рекомендую тебе А мне переиграть это немножко. сказали сейчас, ты. Слушай, давай, если не было этой кто фразы, я крыса? скажу. Кто крыса? Если ты Ты хоть мою раз... малую зачем коцаешь сейчас словами, слышишь? Алло. Если ты хоть раз посмотрел на крысу, вот если хоть раз... Руку убрал, я убью. Подписался. Руку убрал. Держи меня, держи меня! Не держи Руку его! убрал, он мой, я сказал, он мой. Двери запилил, Дуло, задул! Завали работаем своя дальше, ребята. дышла. Я, знаешь, я сейчас смотрю на Глеба, я понял, что с Глебом круто заблудиться в лесу. Глебом Знаешь круто почему? всё. Очень. Как только ты заблудишься в лесу, по Глебу легко определить, где юг, где север. По ушам? Ну не, вот тут. Да, смотри, но только этот компас периодически делает... Смотри. Мне кажется, голос Зака просто пьет валидол сейчас. Он просто пьет. Ну что, у нас еще есть чем опорочить имя этого Да, мне есть прекрасного одна есть. Еще штучка. давай, накидывай. русоволосого Так, я быстро мальчугана. Я Всё. действительно, подожди, я действительно мастер спорта по ракетомоделизму в 6 классе Да в выиграл смысле, мы уже тебя чемпионат. А по твоей прическе видно. По Что прическе ты- легко видно, что ты прямо с моделирования, потому что она взлетала, я Я в чуть-чуть. кокон ложусь спать. Мы же про вывеску говорим. И про вывеску говорим. Ты смотри, мне с ним не заигрывай. Пересади меня к себе, пожалуйста, на лицо. Посади меня с собой. Гагарин шоу. Недавно Владимир заявил, что для комфортной жизни ему нужно всего $4000. И у меня... В месяц. И у меня вопрос. А для полного счастья, как говорил Остап Бендер, товарищи присяжные заседатели, лед тронулся, парад Олег, командовать парадом буду и я. Тронулся, когда ты всё, до всё, меня для полного дотронулся. счастья. В денежном эквиваленте? Ну ты смотрел Остапа Бендера? Чтобы вы понимали, Владимир, этот вопрос был задан не Ты просто читала так. Остапа Бендера? $4000 – это та сумма, которую Даша тратит в какую-то рядовую среду В неделю. с 6 утра до 9 утра. Вовчик, как Именно хорошо, что отсюда ты это претензия шаришь. моего клиента. Я хотел бы, чтобы Еще вы... не ложась спать Я с хотел, вечера. бы, чтобы вы осознали глубину проблемы. А По вы интернету? Чеки. чеков нет. На лиц. А чеков нет. Вот именно А чеков нет. Чеков нет, Чеков отлично. А вы, отметила в инстаграмчике, не было. Володенька, Да. вступили, значит, в оборонительную позицию, не учитывая данный фактор. Потому что для вас $4000 это целый месяц петлять красивой Конечно, жизнью. конечно. С 6 до 9 утра, минус 4. Да. Вот, пожалуйста, пару комментариев. Нет, мне На кажется, этот что счет. остальное он просто не помнит. Кто? Он Даша? Он Даша. Итак, господин судья, Это у нас Даш? мы в ходе нашего заседания поняли, что Даша мужчина. Подожди, это правда или нет? 4 косаря на месяц хватит? Так, Глеб, успокойся, конечно, Мне хватит. для жизни? Да. Вполне. Без меня. При этом ты Без хочешь купить тебя. машину за 80 тысяч. За 104. Пардон, за 104 тысячи. Что за машина? Хорошая машинка такая. За 104? Тесла, правда? Нет. Ты же мечтал Это о что-то, Тесле. это Я что-то... мечтал о Тесле? У меня есть подтвержденная информация, Господин что ты судья. мечтал о Тесле. Господин Что, судья. Он мечтал о Илоне Маске, но не о Тесле. Подожди. Как тебе такое, Илон Маск? А это BMW, Вов? Да. Я думаю, что это 4-я серия, скорее всего. Нет. 5-я серия, 500... Вы очень близки к правильному 7-я ответу. серия, Почему вы акционная. пропустили 6-ю? Я не понимаю. 4, 5, 7. Потому что я, в отличие от вас, Вышел на молодой совсем. человек, несколько разбираюсь в этом вопросе и знаю, что 6-я серия более не выпускается. Есть 4-я, 5-я. А бэушные?
день. Он хочет купить бэушную тачку за 104 тысячи долларов? Да. Ну ты совсем Ну с вы ума сошел? поговорите, я потом скажу, что я хочу. Я не знаю. 3 hours later. Семерка. Не знаю. А что ты с ним будешь делать? Это Ауди? Сейчас еще какие машины, я помню. BMW, это Audi? Нет. Да, Вова, скажи же, какая машина. Порш Макан ты себе хочешь, голубой? Ты себе хочешь, голубой? Тайкан? Толкан? Что? Полкан. Он хочет ее толкать. Даша куда-то ушла. Даша, Я вернись, пожалуйста. полежать хочу. Даша, вернись, пожалуйста. Ладно, давайте вырежем. Начинаем сначала программу. Всем привет, это Гагарин Шоу. Не, медитация, подожди. А не как говорил Джиган. Слушай, Володечка, скажи, пожалуйста, а почему Тайкан? Ну, мне нравятся электрокары, мне нравится Porsche. Это будет единственная машина в семье Тайкан? Или Нет. будут еще варианты? Бензиновые? Дизельный есть. Дизельные? А, и это дополнение? Да. А, ну то есть чисто городской такой... А ты с какой целью интересуешь? Просто... Нет. Блин, ты же автогонка, ты же, короче, в машинах разбираешься. Все понятно. Наконец-то. Наконец-таки! Ну, мне просто нравится эта машина. Вот оно признание. Да, я Вовчик, так разбираюсь в как эта автогонках, машина? малыш. Вова, А я на автомобильном как это- канале когда-то работал, Как кстати. эта машина, кстати? Первая твоя работа, да, одна из первых. Да-да-да. Которая- Тайкан? Я читал. Но судя по тому, что озвучена цифра 104, я имею То смелость понадобится предположить. 26 месяцев. И это если ничего не тратить. Нет, я могу... А ты математик. А ты хорош. Я могу предположить, что это 4S, скорее всего. Это телефон, iPhone был давно уже. Да, кто не знает из наших зрителей, Почему ты так раньше не шутил? это не самый быстрый Тайкан, но, кстати, тоже неплохо едущий. Какой Тайкан? И, ну окей, хорошо, хочешь Тайкан, бери Тайкан. Все, диалог закончен. Я разрешаю тебе. Просто. Рубрика Тайкан? Алексей Щербаков. Ни к чему нельзя, давай за это, за... Гагарин Шоу. У меня есть еще один маленький факт. Что ж Ой, не надо, мы его видели. Достали черта из табакерки! Поехали! Недавно Владимир Валерьевич словоблудил на Atlas Weekend и перед опаздывающей Верой Сердючкой тянул время известной всем зрителям Гагарин Шоу кричалкой «Эо!». Вопрос. Владимир Владимирович Валерьевич, кто из вас первым решил продолжать традицию Фредди Меркури? Фредди Меркури тогда. Среди Меркурия, правильно говорить, среди Меркурия. Давай, Я кто думаю, громче явно щас? не человек, Давай. который мечтает про Громче электромобиль. всех будет Вова из Гагарин Если Шоу. это вам о чем-то говорит. Эу! Ладно, хорошо, Всего ты выиграл. доброго. Гагарин Шоу. Сейчас мы проверим, как хорошо вы успели узнать друг друга за время брака. Приглашаем истца и ответчика переместиться в центр. А кто це? Истец и ответчик. Истец, это я, получается. А ответчик это ты. Это ты. Дорогие ведущие, снимайте вашу обувь. А я угадал. Почему перед моим лицом разувается Глеб? Они не вонючие, ты что? Я буду задавать вопросы о вашей личной жизни. Ну, Ты- или о вашей. Вы должны будете отвечать с закрытыми глазами, поднимая вверх обувь свою или своего партнера. Первый вопрос. Кто из вас в браке был умнее? Кто Херась. сексуальнее? Глеб. Кто больше бухает? Аля? Кто стал инициатором первого поцелуя? А что С такое Владом было? Иваненко. Глаза. Кто чаще опаздывал на съемку? Ну, Люба. Больше тратил биткоинов? Глеб тупо не опускает вообще. Никогда не читал сценарий? А, У кого больше бывших? Кого Вова любит больше? Ой. Вова, твой ответ? кто? Он на тебя Я на тебя показал. показывал вообще-то, ты. А Чумоход. кто из вас больше любит Вову? Скандал, интриги, расследования. Показать все, что скрыто. Кто из вас чаще изменял в браке? Даш, ну как бы... Алло, здравствуйте, это Москвич. Можно, пожалуйста, столик на Вову? На 18.
Глеб, твой ответ? Нет, Глебушки, ответ. Кто из вас двоих снимется в нашем следующем выпуске? Ты знаешь. Ты пришла ко мне на последний выпуск и достаточно без уважения. А что, Глеб будет сниматься в следующем выпуске? Я на полвыпуска поднял. И следующий вопрос. Кто знает всех по именам среди съемочной группы «Гагарин Шоу»? Никто. Люба нет. Люба, Люба, ты всех знаешь? А Вова знает. Да, Люба. Глеб, Даша, вы никого не знаете? Ты сказал Привет, всех. логика. Глеб, как зовут меня? Я дома у себя не всех Ну, по именам. Имя, шо? Даша, как зовут нашего оперпоста? Богдан. Богдан? Он такой желтый и ездит по маршруту. А что, кстати, очень похоже, Богдан и Денис. Глеб, как зовут нашего гафера? Егор пусть будет. я не знаю. Вова. Пускай будет Егор. Ты как священник просто. Как сына назвать? Пускай будет Егорка. Как профессия? Гафер, ничего, вылечится. Там болезнь у меня сосед. У меня кум. и гафер пройдет. А что, не Вова, нет? А? Не Вова? Я сначала, когда познакомился, думал, что тут все Вовы. Поэтому, Я в принципе, изначально думал- вас и собирали Я вообще. изначально думал, что все гаферы. Но потом Гафера уволили, оставили нормально. Я когда батя сказал, что я Потом гафер, только он оказалось, ремень что снял вообще. оказалось, что здесь есть еще постпред. Ваш брак обречен. На успех. Предлагаю попробовать спасти его Так. совместным делом, которым вы занимались вот уже сколько выпусков. Что? Давай мы- Новости в Гагарин Шоу! Гагарин Шоу. Ну что же, друзья, и наша постоянная рубрика «Новости криптовалют». Если вы не забыли, то это все-таки передача про криптовалюты. Мы читаем новости, которые нет-нет, да и запоздали. Но для нас это не самое главное, потому что мы разбираемся в корневой, в корнеплоде, в корнелюке этой проблемы. Корнишоне. В корнишоне разбираешься ты и твои бывшие, Даша. Поехали! Ну что же, и, значит, нет-нет, да и первая новостюшка подоспела. От Костюшки. От Костюшка. От Костюшка. Вот этот накачанный. Это первый случай, когда даже на Ютубе вспомнили за 10 лет эту фамилию просто. Даже Костюшка сейчас расплакался после этого. Говорит, ребята, Я хоть и Стас. вернули Стаса на экраны. Хоть и Стас, говорит. То есть это Стас, это не приговор. Если вас зовут Стас, можете обратиться по номеру телефона, который вы не видите в наших экранах. 495-2716. Спросите Оксану. 20 июля Еврокомиссия предложила проект поправок в законодательство ЕС, согласно которым использование анонимных криптовалютных кошельков будет запрещено, а компании, обрабатывающие криптовалютные переводы, должны будут отслеживать персональные данные отправителей и получателей цифровых монет, включая имя, адрес проживания, дату рождения и номер счета. Где плевок слюны и тест ДНК? Почему не все данные про рост, цвет глаз, волос есть в этой Я, во-первых, считаю, что владельцы кошельков, на которых хранится Ripple, должны в том числе сдавать анализы на кал. А вот тут уже накал страстей. в спичечных коробках, помнишь, когда мы анализы носили в школе? Просто. Это не кошелек. Подбрасывали и поджигали. Сейчас будет эксклюзивная информация. Однажды я... Есть тоже 75. Подожди, они там кал обсуждают в коробках. У нас в школе поломался туалет, Калоотвод, так сказать. и я подбросил немножечко информации в 2 листа А4. Дурак. От руки или прописью? Организовал аккуратную бандероль, как в Новой почте довелось. И отправил ее за шкаф, который что стоял, доставка. как вы понимаете, у истоков кабинета русского языка. Це підпал. На выпускном за год до моего выпуска была одна история, что один из учеников и выпускников настолько А не что вы мне любил... предложить должны были? Идти с этой упаковкой по всей школе? Выбрасывать ее на улицу? А как ты сейчас ходишь Выбрасываю на улицу. со своей криптовалютой? А это всё- Один из Это выпусков. облачко, как будто и нет. Как Айкос покурил. Как Айкос. 2-3 раза покурил. Извини, Глеб. Ну-ну, и что? За год до твоего выпуска. Да, так вот один из выпускников нашей школы, он настолько не взлюбил школу, что на выпускном в актовом зале открыл верхнюю крышку пианино и, собственно говоря, туда
дал Да нет. подход. Ну Какой нет. ужас. И, какой конечно, ужас. когда кто-то потом поиграл То есть на он пианино, насрал на музыку? это было просто ужасно. Хорошо, что я в этот год не выпускался, потому что на следующий То есть, год а прикинь, выпускные... там молоточками На стучало следующий аж по год пианинке. выпускные классы играли по этой слякоти, получается. Ваша музыка говно! И эта фраза наконец-то заиграла новыми красками. Да, это Бетховен говорил своим Биткоин. гостям. Я понимаю, что у вас, Вальф я биткоин понимаю, что у вас знаменит. пятерка по тригонометрии, но не могли бы вы сыграть на говне? Слушайте, ну вопрос, собственно, у меня следующий. Классная новость, кстати. По существу давайте. Еврокомиссия предлагает ввести тотальный контроль за кошельками, адресами, привязывать туда адреса, фамилии, ДНК. получателей, указывать получателей цифровых монет. Глеб, что ты считаешь, повлияет ли это каким-либо образом на вот эту вот всеми любимую Либертариан. анонимность? Навредит ли анонимности это печальное известие? Ну, они, конечно, предложили проект. На Европу оно, может, и повлияет. Но в целом не А у думаю. европейцев есть вообще криптовалюта? Ну, я думаю, у европейцев без европейского паспорта есть. Знаменитые румынские биткоины на перебитых номерах. Я как человек, который в какой-то определенный момент, когда на нашей небезызвестной площадке WhiteBit за одни сутки зарегистрировалось 100 с лишним тысяч человек, просто 100 тысяч человек за Как один ты день. думаешь, с чем это связано? За сколько? За один день 100 тысяч регистраций. И, Чем это Ладно, связано? давай, мы давай, дружненько- за 2 и- дня, давай. Ну, за сутки. За сутки. С вечера до вечера. За сутки, да. Так вот, и мы, значит, дружненько навалились помогать разбирать нашему KYC-департаменту, значит, документы. Обнаружили, что уже, получается, мы не видели ни одного европейца, которого зовут не Ну, Иван. какой-то... Абдуль-Манап. Не, Абдульманап это еще хорошо, но какой-нибудь Мшхты. Абдельрахим. Ну, то есть, реально, все граждане Великобритании... Мы сейчас уйдем из толерантного поля. Давай возвращаться. Мы уже... Оп, смотри, теннис толерантности, хоп, мячик туда перебросил, оп. А мы считаем, Всё. что а если ключик от ты- каламбурочной Дашка Глазкова. А если взял и припечатал? Да я вообще... Не, на самом деле просто, ну, очень много граждан Великобритании, Германии, Швейцарии. А я уважаю гомосексуалистов. Они не говорить. реально... Блядь, первый раз аплодисменты в шоу сегодня. Мы поэтому тебя и взяли в нашу передачу, Володя. Ребят, ну что вы так? Не, ты второй. Ты за ним. И ты с ними? И ты туда же. Ой, я вам И ты расскажу туда историю, же. как моя дочка ходила в Канаде на гей-парад. Итак, Слушай, Володечка, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, является ли анонимность важной ключевой составляющей криптовалютного рынка? Как ну ты думаю, да. То есть ты думаешь, Ну, конечно. за это выбрали? Ну, это и же вот прикол сейчас, в этом. получается, Еврокомиссия пытается посягнуть на святая святых. Скажется ли это на... Да не, я думаю, они просто бабки выведут и просто откажутся от паспортов и будут на Мальте где-то там зарегистрированы. Чилить немножечко? Слушай, ну как ты Да, проверишь? на чили. Я на чили свой пиздец хавчик. Ну как ты реально Еще проверишь, один ну? ананасовый кальян, пожалуйста. И пиццу. И пиццу из буфета. Тупица. Тупица, Слушайте, но я не хочу, конечно, расстраивать Еврокомиссию, но все-таки... произойдет этого, да? Меня в офисе нарекают некоторого рода специалистом, ну там, секретарь. Ну ты специалист. Из-под стола, знаешь? Называй меня Владимир Владимирович. Пойдем в мою грязевую комнату. Аквадискотека! Вот это было. Помеси мою грязь. Да, и я считаю, что хотелось бы оплеуху маленькую отвесить Еврокомиссии и обозначить, что, ребята, друзья, дорогие, дорогушечки, еврокомиссионеры, еврокомиссионка. Все по 10 евро. Это контора. Яйцерезка. У вас не получится принудить вот это прекрасное либертарианское сообщество к тому, чтобы они вот это все вам отдавали, всю эту информацию. И склонили шею. Вы же перед должны понимать прекрасно, что, конечно же, вы можете нет-нет, да и нагнуть централизованные площадки, но вы должны помнить о том, что все-таки вот эта вот вся прекраснейшая ниша дексов, всевозможных NFT и прочих, значит, всяких вот этих децентрализованных штук получила уже достаточно широкое распространение, там достаточно большой объем ликвидности, там уже масса своих крупных игроков, предложений, пар и всего на свете. Поэтому я думаю, что вы пойдете, вероятно, на... Что ты думаешь об этом, Даша? Давай запишем обращение для Еврокомиссии. Они сейчас Выступление Даши перед Еврокомиссией. Отчетный вечер. Встречайте. На английском я видел. Уважаемая Евро... Не комиссия, комиссия. Ковисия. Это Ковисия, по да. ковиду Давай. собирались. Уважаемая Давай, Даша. Еврокомиссия. Обращение к Еврокомиссии. Давай. And now, please welcome with much applause, one and the only, the Dasha Astafьева. And the winner by knockout!
Или рано? In the left corner of today's boxing. Так, давай. Actually, yes. This is the first. Гача. Гача. Да, что-нибудь для Еврокомиссии, пару слов. Скажи. My boss, Да будешь я буду Владимир твоим суфлером из-под стола? Вибиносов. Давай я из-под стола тебе буду подсказывать. Давай. А я вас объявлю. Подожди, Вовчик. Ну не так, ты можешь ножки сомкнуть? Подожди. Потому что мы смотрим на перспективу Украины в ЕС. Перспектива Ты там как? хорошая. Перспектива Перспектива такая. есть. Перспектива Я рабочая. вижу частично перспективу отсюда, но не так далеко, как Владимир. А я отсюда вижу Вы нашу можете женщине не мешать вести передачу? перспективу нашу в НАТО. Вова, не кричи туда, это не микрофон. Уважаемая Еврокомиссия, сейчас будет обращение Так, Даши Астафьевой. Поехали. Actually, yes. Давай. Уважаемая Кристина Лагард, Уважаемая Кристина Лагард, послушай, что мой род тебе сейчас скажет. послушай, что мой род, он же род Владимира Носова, тебе сейчас скажет. Тебе не кажется, Давай. что ты заплываешь за буйки, малыш? Тебе не кажется, что ты заплываешь за буйки, малыш? Это ты сейчас мне сказала или ей? Да, тебе, конечно. Никогда в жизни Никогда в жизни ты не сможешь ты не сможешь заблокировать заблокировать мои батоны. Биткоин, он сказал биткоины. мои батоны. Они же булки. Они же булки. Целую тебя Целую тебя. по свояси. Ты мне это говоришь? Освояси. Аминь. Ты Уважаемая Кристина Лагард, тут какой-то происходит. Блин, Даша, конечно, от себя тяну такую. Я ей текст, нормальный текст дал. Нормальный текст, по сути, новости, ты понимаешь? А прикинь, человек она даст все от ответ. себя. Гагарин шоу. Кстати, в одном из наших предыдущих выпусков я забраковал один факт. Почему меня весьма не интересный предупредили? про Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, скажите, вы действительно пишете стихи? Да, это так. Почему Согласны меня ли не вы прочесть один из предупредили, них? что я буду сниматься? А я что, в ничего на передаче? Нет? Тогда для наших подписчиков a special из раннего Владимира Тебе надо Владимировича. суфлер? Было бы неплохо. Бери буквы и быстро бегай. Не-не-не-не. Было бы Я ничего быстро так. не умею. Хорошо, из раннего Владимира Владимировича. Любила, думала, скучала, настала ночь и убежала. Просила много, было ей все мало, с улыбкой на лице вонзала в сердце жало. Сидела рядом где-то в мыслях, далеко витала. Он думал, ждал, не предавал, все мысли, душу, чувства отдавал. Ведь так любил и так желал, как ни один живой на свете даже не мечтал. Он думал, ждал, и он пропал. Судьба сыграла злую шутку, свела романтика и проститутку. Браво! Поэтому я бы не спешил на первое свидание с цветочками бежать, как бы. На грустной ности села проститутка На в грустной свою Насте. любимую маршрутку и попила На балаклее. урурутку. В турурутку. Твои любимые новые стихи. Ждем хит, Стихи Даша. наводил, так сказать. Стихи на воде и на вине. 2 стиха на воде, пожалуйста. У нее настолько крутой райдер, что она немного Вайнона. Поехали. Какао, Когда я такие шутки шутил, ты говорила, что это тупые шутки, а сейчас промолчала. Глеб, ну они не совсем такие были у тебя. Ну соберитесь, Глеб, читай Да, ты новость, читаешь или нет, я не пожалуйста. понимаю. Гагарин шоу. Представители Ripple потребовали признать обвинения СЭК несостоятельными. Юристы компании обратили внимание суда на то, что позиция регулятора отражает значительную нормативную неопределенность в отношении цифровых валют. Опять Ripple, опять это... Опять тупая шутка. Нет, не Такие тупая СЭК. шутка. Это кто такие? Что с Это ними случилось? Гомосек. регулятор, финансовый регулятор, который может всем сказать «а-на-на». Это регулярно. Да и выписать. Короче, секс сказали, ребята, вы реально обманываете людей. Вы можете, пожалуйста, так А вот не интересно, делать. да? Ты понимаешь, сек очень похоже на секс. Да. И они же в натуре делают секс. Это гомосек. А Ripple говорит, да не, мы нормальные, у нас все вот, Они смотрите еще тут. так опомнили, не, ну мы нормальные. Не, да. Глеб, нормально. ты 47-й выпуск говоришь, что ты смысле? нормальный. На Ну, самом, мы деле, это знаем. на самом деле очень интересная история. То есть, получается, Ripple принял бой и с секом рубятся. Они в суде не сидят как барашки. И как Они бы, говорят, а мы с Дюрексом. они говорят, послушай сюда, ты слушай. Кто из них больше секло? Секло. Это смешно. Ты серьезно? Вот я так шутил,
смешно, понимаешь? Что Даша сказала? Циклона, говорит, смешно. Это смешно. Так. Володечка, тебе что-либо известно по поводу СЭК? Ни разу не слышал? Вообще не... Секло. Ни разу не сек. А криптовалютки покупал немножко? Нет. Ни разу? Еще ни разу не покупал? Мне нравится слово «еще». Сегодня будет. Потому что сегодня мы лишим тебя криптовалютной девственности. Это абсолютно нормальная политика. Только развернись. Не, короче, это вчера меня майнили, получается. Получается, да. Мася, если что, я на ферме, тут 7 негрів. Будем робити криптовалюту. Вот так это вы? Криптовалютку. Криптовалютка, пшечко. Пшечко. Через яичко. Так это и происходит, Володь. Потому что технологии передовые. Я думаю, сейчас ты матюкнешься. Я тоже ждал, если честно. Переебать вас всех хочется. Давайте следующую новость. Я вам скажу следующее. Я тебе биткоин не принес, Даша. Я, помимо всего прочего, еще, значит, несколько новостей на тему Ripple и SEC читал на Медне. И могу отметить тот факт, что они прямо действительно достойно борются. Потому что нет-нет, да и по 500 миллионов Ripple раз в неделю эти пи***ы продают. А вот люди откуда у них покупают. деньги судиться с Ripple. А люди покупают. Понимаешь? А эти все Ripple to the Moon все так и ждут его по $3. А он никогда в жизни не будет по $3, если падла SEO проекта будет по 500 миллионов Ripple раз в неделю продавать, этот гамнюк сраный. По полмиллиарда. Гагарин Шоу. Сьогодні Банк Росії опублікував лист, в якому попросив фондові біржі утриматися від лістингу активів іноземних та російських компаній, які пов'язані із криптовалютами. Далі про погоду розкаже Даша Астафьева. Я не важно, что он говорит, но... Я просто перевел еще просто на ходу, чтобы ты понял. Короче, сегодня Банк России опубликовал письмо, в котором попросил фондовые биржи воздержаться от листинга активов иностранных и российских компаний, которые связаны с криптовалютами. Вот из листинг и почему он попросил от него воздержаться. Вов, тебе ли не знать, почему попросил Вов, воздержаться? не мог бы ты, Что пожалуйста... это значит вообще? Не мог бы ты, пожалуйста, продублировать новость? Потому что я смотрел, как ты читаешь ее, а не слушал. Даша, прикрой грудь, пожалуйста, чтобы он услышал новость. Сегодня Банк России... Нет, давай по-российски. По-киселевски. Не, по-киселевски. Совпадение, не думаю. Сегодня Банк России опубликовал... Я сейчас как дуть. Сегодня Банк России опубликовал письмо, в котором попросил фондовые биржи воздержаться от листинга активов иностранных и российских компаний, которые связаны с криптовалютами. Я еще не закончил. Далее прямая связь с Владимиром Владимировичем. Владимир Владимирович, ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему на подбородке вашем помада Даши Астафьевой, которая в правом уголке ее губ размазана? Потому что я красила не только губы. Требует некоторого рассмотрения. Это ручками, как енот-полоскун. На самом-то деле новость очень интересная по причине того, что Нет, Глебушки ответ. действительно, почему отказать в листинге, значит, международным компаниям, которые имеют какое-либо отношение к криптовалютам? Я подозреваю, что по причине того, что эти компании могут выступить окном для инвестирования российских граждан в криптовалюту посредством инвестиций в фондовый рынок, обходя новый закон, в рамках которого будет ограничение инвестиций в размере 600 тысяч рублей в год. А теперь простым языком. Они хотят ограничить граждан, полностью контролируя их. А это лазейка. Получается, инвестиции в компании. То есть сейчас очень многие компании прибегают к инвестициям в криптовалюты, то есть они реинвестируют собственный кэш, там, и доходы и часть капитала, инвестируют в криптовалюты, либо в фонды. И посредством покупки бумаг этой компании ты, по сути, точно так же работаешь с криптовалютным рынком, но при этом не являешься криптовалютным инвестором. Работаешь с фондовым рынком и при этом как бы нет-нет в криптовалютку носик свой припудрил. Как наш. А это не Да, наш. и вот это вот окно в Европу, которое Петр Первый Сейчас проводил. закінчився. Слово надається другому мікрофону, будь ласка. Гагарин Шоу. Ще одна новина. Володимир Остапчук, місто Умань, партия живых цицек. Неизвестные купили биткоин почти на 1 миллиард за... Что?
Сука, я сейчас прочитал и удивился, и понял. Короче, новость такая. Неизвестные купили биткоин почти на $1 миллиард за выходные. Покупателям принадлежит 18 адресов, на каждом из которых хранится по 8 тысяч биткоинов, которые они купили еще в 2018. За это время инвестиции в биткоин принесли, внимательно, почти 700% прибыли. Это 500. Это даже не новость, это просто у кого-то день рождения, всю жизнь, каждый день, а не раз в году. Суки, 1 миллиард на 700% прибыли? Я укроп даже так не продавал в Умане в детстве. Я продавал укроп. Я тебя хочу немножечко сейчас растрогать, скорее всего. Растрогать или расстроить? Я сейчас не понял. Я тебя хочу потрогать. Смотри, какая ситуация. Продаю всю инициативу удачи. Смотри, какая ситуация. Вот буквально недавно, как говорится, давеча. Мне так нравятся твои слова на медне, давеча. Это я его научила. А ты просто у нас только первый раз в передаче. Да, подняли некоторые архивные данные и обнаружили, что в октябре 2009 года одно из изданий публиковало, значит, в колонке, значит, ребята ввели колонку с стоимостью криптовалют. Но не так, как сейчас это происходит, когда мы говорим, что там 1 биткоин стоит 32 тысячи долларов, а несколько по-иному. $1 равно 1347 биткоинов. Потом следующий день, там, 10 октября, $1 равно 967 биткоинов. Вот теперь посчитай в процентах, мой дорогой. За $1 можно было купить 1000 биткоинов. На сегодняшний день это 35, 350, 3,5, 35 миллионов долларов. И тогда это был $1. $1. Гагарин Шоу. Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор посоветовал Майку Тайсону инвестировать в биткоин. Так, глава компании прокомментировал публикацию экс-боксера в Твиттер, в которой он спросил своих подписчиков, что они предпочитают, биткоин или Этериум. Генеральный директор MicroStrategy инвестировал уже в биткоин. Ну молодец. Уже 1,5 ярда инвестировал, говорит, братан, ныряй за мной, если потонем, то вместе. Вот это новости. Я бы такие слушал. Они инвестировали сильно больше. Братан, ныряй за мной. Майкл советует Майклу. А вообще, на самом деле, вы задумывались хоть раз на тему того, сколько крутых Майклов? Ни одного крутого Майкл Миши. Баффер, Майкл Тайсон. Тайсон, Джордан, Джексон. Да. Какой-то прямо... Да, быстро умирают, но... Ну как красиво. Но красиво. Красиво. Да. Михаил Шумахер, Майкл тоже Майкл. Фелпс. Михаил Шумахер, тоже Михаил Майкл. Шумахер. Кстати, он же не умер. Миша Крупин. Еще нет. Мишка Крупин. Миша да. Крупин. Опять же, да. Мишка. Жванецкий. Коля Серга. Мишка Мавашки. Ну и все, собственно, давайте закругляться, потому что мы... Давай так, о том, что ты была в Албании, лучше не говорить. Мы просто пошли какие-то... Следующая новость. Гагарин Шоу. Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск во время выступления на онлайн-конференции The Bee World заявил о покупке биткоина в компании SpaceX. Бизнесмен также отметил, что лично владеет первой криптовалютой Ethereum и Dogecoin. Также Маск сообщил, что компания Tesla планирует возобновить прием биткоина в качестве средства платежа. А это же была история, когда он там что-то ляпнул, и оно все упало. Нет, это мы уже говорили 800 миллионов раз. Когда Илон пишет новость, если он говорит, надо покупать, он уже купил. Написал новость, все хайпанули, он продал, кэш, карман. Все. Смотрите. Ракету он запускать может сколько угодно. У него же кэша этого сколько хочешь. Золотое правило рынка. И плавило, правильно говорить, плавило? Потому плавило что так, рынок меня плавит эта информация, полностью. меня так эта информация плавила, да. Золотое правило рынка, новости всегда в цене. И поэтому люди, которые пытаются вычитать в газетах какую-то полезную информацию, с помощью которой можно было бы, а есть и такие люди, с помощью которой можно было бы какую-то информацию для себя почерпнуть с целью совершения сделки, то, ребята, вы должны учитывать, что та новость, которую вы прочитали, уже в цене. То есть, соответственно, вы сейчас покупаете, скорее всего, следующую новость. А она может быть не такой полезной, как предыдущая. Ну что, мне показалось, или ты попытался посоревноваться со мной в скорочтении? Ах, Человеком... ну что же. Доставайте секундомеры! Человеком, который нет, да и 360 слов во 2 классе еще читал, мой дорогой друг. За весь У урок. меня за весь 2 класс было 240. Мне за всю жизнь 50. Ну что же, если вы сможете уловить эту информацию, а я напомню, что я первый капитал для приобретения криптовалют заработал тем, что читал ИНН номер 33. Лицензия серия В номер... Конечно, это же я. Это же я. Да? Пока ты озвучивал Невгамовни, я тоже как бы... И только потом... И пенал, как говорится. И только потом люди догадались про Зато я X4 был в скорость. каждой рекламе. Ты был в каждой? Ну вот это все ИНН, конечно. Ладно, я шучу. Ну смотри. Он уже
мне кажется. Конечно, он, по-моему, только ходит ссать и бухать, а больше ничего не происходит там. И поэтому и старт-передачу затягивает на 3 часа. А у них там коптерка, понял, развернуто вот это огурчик. Це вони називають битовий райдер. Бытовой райдер, да. Курочка ця гриль. Нобелевский лауреат по Салтовский экономике комбинат. и член американского философского общества Пол Кругман в Твиттере спрогнозировал кризис стейблкоинов. Мне кажется, мы немного устали от серьезных криптоновостей, поэтому я предлагаю маленькое развлечение. Взгляните на трибуну с Сесилией. Кто изображен на ней? А Сатоси Накамото? Ким Чен Ын. Профессионал, правильно. А Это теперь Джеки угадайте, Чан. из каких Джеки Чан известных это. личностей собран Сатоши Накамото? Брюс Ли, Левый глаз Владимир Путин, правый это Брюс Ли. Нос, губы хрен чьи? пойми, губы Губы Дашины, Ким Чен Ын. подбородок Вовы. Не, Ким Дашины Чен не. Ын. Говорю тебе, Ким Чен Ын. Не, А, не. да, губы Ким Чен Ын, точно. Я Даша знает, как выглядят губы Ким Чен Ына. их целовала. И не раз. А подбородок Вован, походу. Не. Прическа. Прическа. Прическа этого, как его, актера Джеки Чана. Да я ж... да. Нос. Что нос? Тоже Джеки Чан. А это одно Чей лицо. там. Гарика Карагодского? Джеки Чана нос. Ну что, еврейский красивый нос, что? Джеки Чановский Спасибо. еврейский нос. А, Девочки, сиськи? мальчики, хорошо, было много правильных и неправильных вариантов. Давайте пойдем сверху вниз. Прическа. Джеки Чан. Правильно. Глаз левый. Путин. Правильно. Глаз правый. Брюс Ли. Путин. Брюс Брюс Ли. Ли. Доверь мне просто, это криптовалютное шоу. Кто, Брюс Ли или нет? Конечно. Это Брюс Ли? Правильно, это Брюс Ли. Чей нос? Нос Джеки Чана тоже. Да, нет, это одно Даша, лицо. ну, видно, что ты уже 10 выпусков отработал. Ну, профессионал. Джеки Чан, верно. А Конечно. чей рот? Ким Да Чен я Ын. про Ким Джеки Чен Чана Ын. первым Чен Ын. сказал. Ким Ким Чен Ын. Чен Ын. Ким Чен Ин. А чей же? А может, Ким Ир Сен? Подбородок Вован. Подбородок Брэда До Питта. ведущего. Вова, ведущего. А, слушай, миллион Вов. Твой подбородок. Нет, да, Остапчука подбородок. Джонни Депп. Ну, Вован, короче. Какого-то Вовы. Ну, не мой, Вова, естественно, я не Вова, брился уже чума. 10 лет. Вова, давай говори. Говори. Взгляните на правый глаз. Мы не можем посмотреть на правый глаз Путина, потому что здесь... Вы Я не вижу, не... Даш, но так фоторобот еще не искали, честно тебе скажу. Даша, ты, кстати, Владимир, Я после- это борода. Он точно по ней не получал. Я думаю, что Вова непрозрачно намекает нам на то, что эта борода тоже Брюса Ли. А, Брюс Ли. Правильно. Единственный, кто здесь пьет пиво, это я. Так это, блин, он сказал, понятно, но Даша не могла угадать. Да что Все я не могла, я почти согласились. все А что ты угадала. молчал, как будто в рот воды набрал? Так он же Глеб. сказал 50 раз. Глеб, Посмотрите лови. на правый Глеб, глаз. лови. 2 варианта. Путин, Глеб, Брюс Ли. лови. Почему каждый раз, когда ты что-то кидаешь, летит в меня? Я просто не Я понимаю. просто хочу тебя кинуть. Гагарин Шоу. И лауреат по экономике и член американского философского общества Пол Кругман. Кругман? Наши, кажется, наши Миша люди. Кругман? Такой как бы Йосик. Миша Кругман? Твиттер. В Твиттер спрогнозировал кризис стейблкоинов. Твиттер По ответ. мнению Кругмана, стабильные цифровые монеты являются современной версией бесплатного банкинга, когда частные банковские организации выпускают собственные банкноты, обеспеченные реальными монетами. Вы знаете, что самое печальное во всем этом дерьме? Это то, что вот эти вот так называемые Я бы стейблкоины жаловалась. настолько уже вошли в обиход криптовалютчиков, что уже стерлась вот та грань, в которой все-таки необходимо было бы оставаться и помнить о том, что эти стейблкоины, которые мы прекрасно торгуем, за которые мы покупаем биткоины, эфиры и все прочее, обеспечены долларами, всевозможными векселями и разного толка бумагами государственных аппаратов. Мы ушли от криптовалюты, чтобы уйти от доллара, и все равно вернулись вернулись к обратно. этой- Ну, лохи, Чего? получается. Ничего. Вас всех расходимся, ребята. Самое интересное это то, что когда эти стейблкоины начнут, как мыльные пузыри, вот так вот Стейблкоины. взрываться, Лопаться. вы все побежите в любимые биткоины. Как сказал в предыдущей новости, кто там у нас? Я побегу в Макдональдс. Илон Маск. Илон Маск. Молодец. Не Илон Маск. Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор посоветовал Майку Тайсону покупать биткоин, и так, собственно, и будет. Рано или поздно вы все побежите покупать биткоин. Но Лох покупать вы крутится, его- стейблкоин мутится. Мутится, да. Покупать вы его будете, соответственно, значительно дороже. Пацанские биткоины. С Нобелевским лауреатом Полом Кругманом и Йосиком согласен. Следующая Поехали. новость. Гагарин Шоу.
Крупнейшая криптобиржа, ну, давайте, не крупнейшая, ну... Давайте так, давай так, середнячковая биржа. Давай так, даже биржа средней руки. Прекратит торги токенизированными акциями. Криптобиржа Binance предупредила пользователей... Binance предупредила пользователей о том, что у них есть 3 месяца для закрытия позиций по токенизированным акциям, иначе они будут закрыты автоматически. Не сулит ли это конец Binance в принципе? Нет. Сам знаешь, кого ответ? Но на самом-то деле в последнее время настолько много новостей и всевозможных инсинуаций вращается вокруг этой биржи. Да, и все они гласят о том, что ей... Да, и они все так или иначе потихонечку намекают о том, что нет-нет, да и произойдет какая-то бедулечка в ближайшее время, потому что фиатные шлюзы отказываются от работы с ними, банки перестают обслуживать их, значит, счета. А во всех юрисдикциях абсолютно без исключения, в которых они так или иначе фигурируют как крупный игрок, отказываются от сотрудничества с ними и заявляют, что никаких полномочий и прав для работы в данной юрисдикции у них нет. Даже вот такая интересная штучка, недавно прозвучала новость о том, что SEO криптовалютной биржи FTX, Сэм что-то там с банкнотой связано, ну неважно, Сэм, назовем его Сэм, объявил о том, что биржа Binance, которая была одним из первых инвесторов биржи FTX. Ремарка. Сэм самый богатый человек планеты в возрасте до 30 лет на Сэм данный это момент. Самвел, 8,6 миллиарда долларов. Это по-вашему он Самвел, а по-нашему он Сэм. Сейчас Actually, yes. Чего? У тебя же больше 30. А ты можешь купить 15 минут прошло. Вова, ты можешь купить фразу до 30 лет? Сантиметры? Слышишь? Вот два у него дурака. миллиарды, у меня сантиметры? А почему мы так меряемся с ним? Ну пока так. То есть он меня заведет в комнату, где его миллиарды, а я достану 30 сантиметров, что ли? Или... То есть ты как ты бы в него достанешь? пойдешь, а он тебе деньги А у отдаст. него минус 5. Так вот, этот неплохой, кстати, парень, оказывается. Сэм. Сэм. Мы обязательно пригласим его в наше шоу, потому что он чувствуется по Я духу. уже вижу, как он пришел. Именно наш человек, конечно же, хоть я и ненавижу его чуть-чуть. Сука такая. Потому Сэм. что фонд Тварь оплаты конченая. труда у меня больше, чем у него, а у него есть 8 миллиардов, которых у меня нет. А мы Бутерина будем звать? Если ты выпьешь... Во-первых, правильно говорить Виталик Бутерат, это раз. Да. Просто для начинашки. Вот. Так вот, и вот Сэм буквально вот тоже на днях выступил и сказал о том, что биржа FTX Заскулил Мезин, это все. Биржа FTX полностью выкупила весь пакет собственных акций, который принадлежал Binance. То есть уже даже FTX с корабля потихонечку удочки сворачивает. Тревожненько, тревожненько, ребята, тревожненько. Что по Бутерину в нашем... Что если Binance, ребята, Бутератовы если штаны. Binance... Плакать будут все, поверьте мне. Мы Бутерина зовем или нет? Зовем! Но он живет в Давайте, Америке. читаем на латыни. Бутерин, приходи! Надо на латыни и за руки взять. Давай. Aquilianum captut muscas dum spiros peros scientia potentia est mala Согласна. herbacito crescis. Вот и все, ты просил. Понятно. Отлично. Хорошо, это ингредиенты. А что в состав входит этого освежителя? Я еще знаю. На самом деле... А Никус Плятос... Сучка, где ты берешь эту всю дичь вообще в своей башке? Оп! Гагарин Шоу. Опрос, проведенный глобальным банком Goldman Sachs, показал, что 15% семейных офисов уже инвестировали в криптовалюту. как Глебу будет тяжело, если Володя с нами будет Человеку дочитать. Сука, 45 выпусков без единого слова. Вова, в смысле? Давай. Да что давай? Про новость-то что? Да Какие-то какая семейные разница? хозяйства. Все равно не дадите сказать. Дадим чего. Еще Мы же не 45 готовятся ЧБД. это сделать. Все. Семейные офисы, Глеб, давай для наших подписчиков, для наших телезрителей расскажем, что такое семейный офис. Ну так расскажи. What the hell is this? Could you tell me? I live in Saudi Arabia. Нет, Семейные- you live in Italy. Семейные офисы это такие, смотрите, это инвестиционные Ну, так ОСМД. понятней. ОСМД. ОСМД всем же понятно? Да. Естественно. Мне Это нет. как БДСМ, но Это другие когда, буквы. есть один сосед, Один сосед, которому совершенно делать. Так. Он решает навести порядок в доме. Ага. Вот. Учреждается ОСМД. Они, значит, дружно Как все. расшифровывать? У меня была проблема с руководителем ОСМД, потому что это был рейдерский захват
глава дома. Уже почти правильно говорю. У меня уже была одна проблема. У меня был реально рейдерский захват. Ну, ты слышишь? Ну, ты чуть гнусавишь. Начал чуть-чуть получаться. Как французы с севера. Отключил язык. Да, вот это вот чуть-чуть, да? Сериал «Такси», смотри. Да, но да, была такая проблема. Короче, семейные офисы, это вот эти вот ОСМД, инвестиционные, уже инвестировали в криптовалюту. 15% семейных офисов уже инвестировали, и еще 45 готовятся это сделать. Это говорит о чем? О том, что не все хомяки еще в ракете. Семейный бизнес на... Денежки еще На нет, подхвате. да, и просрут. Володька, что у тебя там по новостному фону? Гагарин шоу. Администрация президента Сальвадора, это государство. Президент? Кто такой президент? Президент Сальвадора. Даша, какая ты красивая. Аж просто с ума Администрация, можно давай, ты будешь открывать рот, я буду читать, как будто ты читаешь. Давай, Даш, готова? Администрация президента Сальвадора начала работать над проектом собственного стейблкоина, который будет обеспечиваться долларом США и называться fucking shit колон доллар. Мать вашу, я хочу, чтобы меня отымел Владимир Нос. Гагарин шоу. Как вы читать Кто трибуну здесь поставил? Кто поставлял? Чтобы твои глазки не Я пялили сижу, сюда. я вижу просто тюб. Это мой. Великобритания Я тебя Потратил. назвала. Нельзя было эту сюда поставить, чуть-чуть дальше. Глеб, слишком много тебя в эфире. Тебе выделено Ты 13 сейчас как секунд. директору Крафтодора, знаешь, который инспектирует мост. Нельзя эту было Кто? левее. Это. А теперь это гробик. Между прочим, на полу... А так столбик. Между прочим, на полу трехполосный дуб сорта Рустик. И сейчас его Глеб побил. Нет, оно У упало на нас вот эту сейчас на штуку. полу $2000. Глеб побил в виде Рустика, ты чё микрофона валяется. А, да? Так надо было дальше ставить сразу. и Ну как ты мог? Кто? Ну, я считаю, бабки не У тебя вопрос, работает Глеба. микрофон? Куда говорить? Раз, два. Давайте еще одну новость. Говори в женщину надо вдвоем. Великобритания потратит 15 миллионов на оповещение об опасности криптовалют. Интересно, Это они что будут значит? сбрасывать с вертолетов Ты что, листовками? реальные микрофоны Не-не, сюда а ты знаешь, поставил? знаешь, как типа... Представляете, Ты листов... реальные микрофоны сюда поставил? Ну как бы да. А нах... А Один зачем ты в вопрос микрофон просто. говоришь, если тебя и так слышно? Так он работает. Глеб настоящий будущий политик, потому Чувак, что очень ну можно сильно... было бутафорию сюда поставить. Очень Ты сюда си- нарисовал очень эту и поставил настоящие микрофоны за 15 тысяч долларов. Включенные причем. И серьезно? И она говорит, вы тут все или что? Я новость читаю. Я понимаю, почему ты его постоянно лязгаешь, потому что... Это Прикольно, приятно. когда перебивают, видишь? да? А теперь он наш... Сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа. Теперь смотри. Теперь смотри. А теперь смотри. А теперь смотри. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Насколько же ты кусок говна? Смотри, объясняю. Так, давай. Потому что тебе нелицеприятно, когда я тебя перебиваю, верно? Верно, все, я за тебя ответил, смотри. Но ты следуешь по тому же маршруту и перебиваешь в ответ, понимая, что это нелицеприятно. Нет. То есть твои двойные Нет. стандарты доведут Нет. тебя рано или поздно до главы горсовета. Ладно, давай. Великобритания потратит 15 миллионов долларов на оповещение об опасности криптовалют. Британский финансовый регулятор ФЦА обеспокоен растущей популярностью инвестиций в цифровые валюты среди молодежи. А вот теперь вопрос, товарищи знатоки. Представьте себе, что мы ФЦА, и у нас есть 15 миллионов долларов для того, чтобы молодежь оповестить о невозможности инвестирования, об опасности инвестирования в криптовалюты. Куда бы мы... Володь, куда бы ты пошел? Вот у тебя 15 миллионов. Сори, у меня сурдоперевод сейчас. Что ты делаешь сейчас, Глеб? Я ставлю лайки. Подписка. И не А колокольчик. колокольчик. Теребишь. Все, я думаю, у меня не срасталось. Давай, Володь, куда бы ты потратил 15 миллионов? 15 миллионов, тебе нужно всю лондонскую молодежь оповестить об опасности инвестирования в криптовалюты. 15 миллионов. В закладки, наркотики, вот такое. А чтобы, это была какая-то записочка, как Да, записочка как просто Love Is? Да, Как да, жвачки что-то Love такое. Is? Кстати, вот если в Штатах и в Канаде одно время жил, и там все время, если надвигался какой-то шторм, ураган, какая-то там просто смс-оповещение приходило. Типа, ураган Даша будет у вашего дома через 15 минут. Но не сейчас. Да, не сейчас. Ты знаешь, ты нашим подписчицам понравишься и голосом, и своей внешностью. Не обязательно было говорить о том, что ты как бы еще и финансово настолько обеспечен, что жил, значит, Не, ну правда, это за типа границей. СМС, Ну, смотри, СМС, это овер, знаешь? Это овер. СМС-рассылка просто, понимаешь? Что ты ей в рот пихаешь?
Не, то есть ну, у него тут у нее во настроено рту всё. сейчас 2000... Оборудование на... Оборудование на пятнарик во рту 4. Это хорошо. Ну, нам так не жить. Володь, ну давай, Короче, давай ну, по-серьезки, да. Я не знаю как оповестить молодежь. А, Глеб, а как бы ты оповестил? YouTube-шоу бы Да сделал, через наверное. ТикТок. Через В ТикТок. смысле? Крипта. Вот это вот? Да. Simple Dimple. опасно. А, нет, подожди. Очень опасно. Simple Dimple. Опасно. Simple Dimple. Вот это вот Это что? ты... Имена моих бывших. Саша, Валера, криптовалюта. На это спустили. Потеряла действенность. 19 миллионов. Не, это Пирожков бы так. Саша, Вера, это... Вероника. Вот это, да? Только человек уехал на лечение на 5 дней. Уже это. Это, да. Никусечка, родненькая, птичка. Целуем тебя. Ну, ты уже это. Всего 3 дня. Вот неисправимый, конечно, романтик, Глеб. Дарья А Викторовна. как бы ты за 15 миллионов? Не, в ее случае за $1000. 14 ты бы потратила. Ладно. Даш, 15 миллионов. Тебе нужно лондонскую молодежь обезопасить. То есть дать им такой некоторого рода контрацептив от криптовалют. Что ты Для сделаешь? начала я бы разделась. Ну и просто вышла бы на какую-то важную площадь страны. Понятно, а куда деньги Помолчим 2 потратить? секунды, хорошо? Так. И заявила бы. Я вышла на самую главную площадь страны. Вот это, Инвестировать. да. Так, у тебя еще 14 миллионов 765 Я тысяч разберусь долларов. с ними. Гагарин Шоу. Ну что же, вот и подошла к концу наша рубрика «Криптовалютные новости». Мы, конечно, отстрелялись сегодня как никогда. Было очень много интересных познавательных новостей, мы их разобрали максимально детально. Глеб никого не перебивал. Время для нашего шоу. Для какого? Вспомнить нашу одну из любимейших рубрик. Поехали! И что же это за рубрика? 5 секунд. Я буду задавать вам Моя вопросы любимая. по очереди, и у вас будет только 5 секунд, чтобы рубрика. правильно ответить на эти вопросы. Тот, кто верно ответит, получит плюс 1 биткоин. Прямо сейчас мы начнем делить совместно нажитое имущество. Готовы? Да. Поехали. Первый вопрос для Даши. Когда день рождения у Вовы Носова? 18 июля. Верно, плюс 1 биткоин. А год? Теперь. А год? А год? Назови год. Если правильно Окей. назовешь, то добавляй 1 биткоин. 85-й. 84-й. 83-й. 86-й. Нет, 90. 87-й. Идите в жопу. 89-й. Успокойся, идите в жопу. Глеб, 89-й. А Следующий что? вопрос для Вовы. Я Когда считаю, день молодой рождения любовник у это плюс. Глеба? Какого числа у Глеба день рождения? Верно. 24-го. 24 чего? апреля. Апреля. Зачем вы такое Сука, мы в Дубае спрашиваете? его Самые отмечали, конченые алло. вопросы. Ночь мая. Июня. Я просто путаю весна-лето. Мы с Дубая полетели куда? В Турцию. Так. Да. А когда это было? В Милые июне. бронятся, Ну, логично только же. тешатся. Скажи. Видимо, в апреле. 24-го, К сожалению, 20 ты не зарабатываешь биткоин Да в смысле? на свой счет. Следующий вопрос для Глеба. Когда день рождения у Даши? Это я не праздновал никогда. Никто не празднует это. 5. Я не знаю, Это но... государственный выходной. 18 октября. Ну, я выбрал одну из 365 дат. Мы еще даже, кстати, день рождения не отмечали. Когда у тебя? Давай месяц, Ольга. Ты кто по знаку зодиака, Дарья? Лев Лещенко. Лев. 4 августа. Это лето. Это август. 4 августа. Это вторая середина июля. август. 4 август. августа я даю ответ. Это август. Это август? 14 августа. 4 августа. 4 августа. Откуда ты знал? Да я сказал 4 5 раз, но он знала. молчит. Глебушка, ты угадал, но, к сожалению, не с первой попытки. Поэтому конечно. биткоин ты не зарабатываешь. А я откуда я могу Вопрос знать? для Владимира Валерьевича. Когда у тебя день рождения? Я прям не знаю. Боюсь ошибиться. 27 сентября. Плюс 1 биткоин в вашу команду. Молодец. Ты уже Вопрос перешел из дев, для да, туда? Дашеньки. Да, уже Дидье весы. Маруани, Гарик Бирча, Гарик Карагодский, Вадим, Ти-Джей Мьюзик. Кого из этих людей никогда не было в Гагарин Шоу? Еще раз можно, пожалуйста? Дидье Маруани, Гарик Бирча, Гарик Карагодский, Дидье Вадим, Маруа. Ти-Джей Мьюзик. Все Дидье были. Маруа. Это неправильный вариант. Глеб ответил верно. Бирча? Все Все 4 были. вышеназванных человека были. Кто в такой Дидье Гагарин Маруа? Шоу. Дидье Маруани, группа Space. Тун ту ду 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 дун ту ду ду ду. Каждый раз Вот он сейчас сам- плохо. Вот начал хорошо.
Остановись! А дальше надо было вот так вот. Тан, та-та-та-та-тан. Так это тоже мелодия. Это знаешь? Тан, та-да-тан-тан. Ну, я тоже правильно напел мелодию. Это когда тебе каждый раз нужно для объяснять свое имя Владимира тем, что... Владимировича Носова. Какого числа в Пардон, августе какого? 2001 года будет корпоратив для сотрудников Гагарин-шоу? Вопрос с подвохом. 32 августа. Вопрос такой, можно и потратиться, кстати. Потратиться придется 21-го. В августе, да? Правильно я понимаю вопрос? Я правильно услышал вопрос? В августе 2020 года, правильно? 2021. Не удалось ввести тебя в оману. Они же там хату трейдера еще планируют снимать. По 22-е. После 22 до 31 можешь планировать любую дату. Смотри, что у нас с пятницы на субботу, вторая неделя? Назови любую дату в августе, быстро! 15-14. Потому что с ночевкой поедем. Подожди, зайка, у нас с 16 по 22 Наоборот, с хата-трейдер. 15 на 14. И это при этом 3 дня до этого, с 13 по 16, съемочная группа будет готовиться к хате трейдера, в отличие от некоторых. Ну все, а у меня будет корпоратив Гагарин-шоу. Что, плохо или как? Ребята, я буду с Вовой. Ну все, братик. Братик, братишка. Ну все. А вы будете работать? А Вы сейчас подтянетесь, не? А вы вот сейчас подтянетесь. поет, братишка. Слов не знаю. Гордон. Да. А Гордон. меня так и следующий Вот вопрос сейчас для подешевело. Владимира Валерьевича. Под каким номером выпуск, где вы сегодня снимаетесь? 49. 4, 3, 2, 1. Ваш ответ? 45. 47! 47! Господин Крупье, 47! 6. Что, 6? Серьезно? 45-й? 45 Блин, я... выпуск. Я что тебя ты хотел, спрашивал! что я тебя Ах буду ты, сливать, сука! Я говорил 45! Он мне говорит, нет! Так все. Ответ. Даша, скажи, пожалуйста, сколько минут продлился самый первый выпуск на канале Гагарин Шоу? Варианты ответов: 31, 33, 56. 56. И это неверно. Владимир Носов. 33. Глеб Ушаков, ваш вариант. 31. А был вариант 31? А, значит 31. Правильный ответ 33. Никто не зарабатывает биткоин. Зачем ты пришел? Ты просто... Ну, мы должны были Вопросы взять просто разные топчик. варианты. Владимир Получается, Владимирович, да. вопрос Ну, я и для взял. вас. Поехали! В какой зарубежной стране пройдет корпоратив для сотрудников Гагарин Шоу? Страна... Молдова. Как ты говорил, вот это 60 километров от Киева? Кагарлык. КНР. Правильный ответ, Не, Кагарлык. КНР. Кагарлыцкая Народная Республика. Кагарлык. Вот за нас это могут сейчас там, я не знаю, там что-то это... Порешать? Порешать не надо. Кагарлык. Вова. Он уехал в Кагарлык. Организовывать. Еду в Кагарлык. Та-да-да-дан-дан-дан. Вопрос был, в какой заграничной стране? Уж простите, но Чувак, какая если ты не был в страна. Кагарлыке, Я в поверь детстве, мне. когда просил, мне мама говорила, губозакаточную машину доставать. Давай в Белгороде. Вот я тебе сейчас то это же самое иностранное государство и недалеко. Вова. Белгород, 30 километров ехать. Че ты? Вова. Едьте в Гомель. Вова. Слушаем. Понял, куда идти? Молдова? Приднестровская Тирасполь, республика. хороший Вот город. туда тебя молдавского вина куплю в тетрапаке, и все. Это максимум, что ты увидишь. Следующий Александр. вопрос для Даши Астафьевой. Вспомни хотя бы одну новость из прошлого выпуска с мозгами. 5, А были там Ты новости? что, крейзи? 3. Были А новости? что, были новости? Я тоже, кстати, не заметил там в этом выпуске новостей. Следующий вопрос для Не, я Вовы интеллигентный Носова. человек, это мне- Как будет называться пятизвездочная гостиница, где за ваш счет поселят сотрудников Гагарин Шоу? В Гагарин Палас. А есть такая, будет кстати, в Одессе есть Она Гагарин будет отель. называться палатка. Не, это... Она будет называться Палатка. Ля Палатка. Ля палатка. Ля Палатка. Ля палатка. Назовите причину развода с первой женой. Не сошлись характерами. Это правильный ответ. Добавляйте биткоин в вашу команду. Вопрос для Даши. А я думал, что тебе рогов наставили. Это тоже правильный ответ? Внимание на экран. Правильный ответ показывает Светлана из Саратова. Что в черном ящике? Нет, кто еще кого Что в черном наставил? Кто еще ящике? кого... Дульсинея Аримофейская, пожалуйста. Последний круг. Вопрос Так. для Даши. Какой твой любимый выпуск? С кем?
Поляковой. Я это обязательно передам Соне Плакидюк, но ты можешь добавить себе биткоин. Вопрос для Носова. Сколько недель продлится А что за корпоратив фамильярничество для Носова? сотрудников Гагарин-шоу? Мы тебя так за спиной зовем все. Носов? Носик. Вы видели его Носов? Какой вопрос был по поводу корпората? Сколько продлится? недель он продлится? Ты столько не пьешь, правильный ответ. Вовчик, если ты вывезешь со мной неделю бухать, я продлю еще на неделю. Но я боюсь, что тебя увезут в реанимацию Второй на третий день. Увезут максимум. тебя в тундру. Понимаешь? Вовчик, ты хочешь помериться со мной, кто больше бухает? Да. Учти, я из Донецка. Учти, у меня вся семья с Камчатки, сынок. Выросла там, твою мать. Я тебя расчу по алкашке так, что ты просто будешь молить богов вообще всех донецких своих, чтобы они тебя забрали. Хотя бы за мизинец вытянули из этого дерьма, в которое ты влип. Понимаешь, что будет? Гагарин-шоу. Ну вот и подошла к концу 46-я. 5-я. 45-е. 45-е? На монтаже порежем. Ты говори любые цифры. Ну 46. вот и подошла к концу 45-я ТВ-передача. В этой передаче мы разобрались со всеми криптовалютными историями, балалайками и прочими. Значит, Мы на обозреватель попадем? на обозреватель мы попадем. Еще раз вас крайне настоятельно умоляю. Знаете, кстати, о чем я подумал недавно? Да, Извините, Вить. пожалуйста, я быстренько сейчас маленькую ремарку дам. Вот вы в комментариях пишете, не смешно, там какие-то мудаки, фу, дерьмо. Кстати, да. Это один человек. И знаете, вот, и такие еще штуки пишете, вот вы сидите там, что-то там обсуждаете, жизнь там, и вот это все, кому нужны ваши разговоры, вот это ваша болтология и так далее. Но я вам, друзья, напомню одну немаловажную вещь. Вот вы все под выпусками всевозможных постановочных шоу и передач, которые проходят на Ютубе, залетаете в комментарии и пишете, что это все лицемерие, это не по-настоящему, это все наиграно, это, значит, какие-то там постановы, там и так далее и тому подобное. Вот вам первое криптовалютное, вообще, в принципе, первое шоу на Ютубе, в котором нету никаких постанов, нет никакого, твою мать, сценария. Все правда матка из жизни, из работы, из рынков и так далее. Первое шоу, в котором тебя, мой дорогой подписчик, не... И ты после этого, падла конченая, приходишь и пишешь в комментариях, что тебе, сука, что-то не нравится. Да пошел бы ты... Можно я добавлю? Это первое шоу на Ютубе, где тебя, это говорю Я тебе, против. я, Владимир Остапчук, не разводят. Да! А можно я скажу? Да, Даша? Ну да! Ну это же правда! Правда. Тебе здесь ничего не продают, не парят, ничего от тебя не хотят, просто пилят для тебя контент. Но мы ждем интеграцию с пиццей. Но мы ждем интеграцию с пиццей. После этого мы начнем так или иначе впаривать тебе какую-то еду. Ребят, Да, Дашенька. Шановні випускники, ось ви стали дорослими. я хочу поблагодарить всех, кто 10, 9, 8, 7, 6, 5 и так далее выпусков были здесь. Почему это обратное? Можно я скажу? Потому что сегодня 10-й выпуск, который я вместе с ребятами, и для меня это супер трогательный выпуск, потому что я ни разу за это время не ходила на работу, я ни разу за это время не испытывала какой-то, я не знаю, такой, знаешь, Страсти ко пофиг. мне. Я знала, что очень всегда жаль. будет весело, и это как каждую неделю маленький отпуск, и я вам очень благодарна всей команде, всем, кто смотрел через маленькие стеклышки и делал нас чуточку больше, всем, кто писал сценарий, всем, кто готовил декорации, потому что они реально сумасшедшие каждый раз. Всем, кто спешил, опаздывал на поезд, опаздывал на самолет, приезжал, прилетал, приходил. В Харькове живут настоящие интеллигенты. Я поистине смогла это оценить, просто вот как человек, который умеет ценить что-то такое редкое и особенное. Класс. Я вас люблю. Мы тебя любим. Гагарин-шоу. Ну что же? Что? Дураки. Ой, я не знаю, что-то вам дают. А там, конечно, мой биткоин. Это твой счет за сегодня. Вообще изи катка. А мы поедем в ресторан сегодня? Можем. Да, поехали. Все, супер. Тогда расписывайся. Что это? Только иди А тебя. что там? Все-таки А что ты покажи, как раз- пожалуйста. Свидетельство и брака между Астафьевой Дарьей Викторовной, Носовым Владимиром Владимировичем, Ушаковым Леоном Викторовичем прекращен 22.07.2021. У меня есть нотариус, жена, Так, если что. я...
Мы что, не разводимся? Даша, ну ты ж все время... Все, никакого развода. У нас продолжается семейная жизнь, только немножко в других позах. Опа. Это сдаю. Можно новую бумагу, и мы должны уточнить позы? Я не все люблю. Я тоже не все люблю. Так, давай на словах, что мы не Всем разберем. спасибо, ребят. До свидания. Друзья, это был Гагарин Шоу. Было очень Не забывайте, пожалуйста. Мать вашу! Самое главное правило этого YouTube-канала — не смотреть его на крысу. Потому что это абсолютно безвозмездный контент, в котором вам ничего не парят, не предлагают, в котором нет рекламы и вообще нету так, чтобы мы что-нибудь как бы на этом, знаете, как-то нет-нет, да и отбились бы. Поэтому ставьте лайки и колокольчики, пишите комментарии, потому что самая лучшая мотивация — продолжать снимать этот беспредел, приглашать сюда лучших из лучших и рассказывать вам о криптовалютах, которые сегодня вам, возможно, не интересны, но в будущем это будет тем, над чем придется корпеть вечерами. И несмотря на то, что Вова с Глебом не подписали свидетельство о расторжении А вот брака, Глеб подписывает. они стали откровенно... Глеб что-то подписывает, да? Да. Они стали свободными мужчинами и отправляются в ночной клуб. Гагарин Шоу. Ребята, я хочу еще сказать отдельное спасибо нашему директору Любе. Это человек, который появился в этом шоу, и я считаю, оно кардинально изменилось. Кардинальнейшим образом. Спасибо большое. Люба! Давайте покажем нашим подписчикам Любу. Люба, выходи сюда. Пускай они знают, какая красота стоит, значит, за спиной всего этого происходящего. Не ставлю выпуск. А что это ты не дай бог не ставишь. Я тебя как ставлю. Я тебя как ставлю потом. Как ставлю. Криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй отсюда.